Мне велено перебирать картошку. Бабушка определила норму или упряг, как назвала она задание. Упряг этот отмечен двумя брюквами, лежащими по ту и по другую сторону продолговатого сусека. И до брюков тех все равно, что до другого берега Енисея. Когда я доберусь до брюкв? Одному Богу известно, может, меня и в живых к той поре не будет. В подвале земляная могильная тишина, по стенам плесень, на потолке сахаристый куржак. Так и хочется взять его на язык. Время от времени он ни с того ни с сего сыпается сверху, попадает за воротник, липнет к телу и тает. Тоже хорошего мало. В самой яме, где сусеки с овощами и катки с капустой, огурцами и рыжиками, куржак висит на нитках паутины. И когда я гляжу вверх, мне кажется, что я нахожусь в сказочном царстве, в тридевятом государстве. А когда я гляжу вниз, сердце мое кровью обливается, и берет меня большая-большая тоска. Кругом здесь картошки, и перебирать ее надо, картошку-то гнилую полагается кидать в плетяной короб, крупную в мешки, помельче швырять в угол этого огромного, словно двор сусека, в котором я сижу, может, целый месяц, и помру скоро, и тогда узнают все, что здесь оставлять ребенка одного, да еще сироту к тому же нельзя. Конечно, я уже не ребенок, и работаю не зазря. Картошки, что покрупнее, отбираются для продажи в город. Бабушка посулилась на вырученные деньги купить мануфактуры и сшить мне новые штаны с карманом. Я вижу себя явственно в этих штанах, нарядного, красивого. Рука моя в кармане, я хожу по селу, не вынимая руки. Если что надо положить, биту, бабку, либо деньги, я кладу только в карман. Из кармана уж никакая ценность не выпадет и не утеряется. Штанов с карманом, да еще новых, у меня никогда не было. Мне все перешивают старое. Мешок покрасят и перешьют, бабью юбку, вышедшую из носки, или еще что-нибудь. Один раз полушалок употребили даже, покрасили его и сшили. Он полинял потом, и сделались видные клетки. Засмеяли меня все леонтьевские ребята. Им что? Дай позубоскалить. Интересно знать мне, какие они будут штаны, синие или черные, и карман у них будет какой, наружный или внутренний. Наружный, конечно, станет бабушка возиться с внутренним. Ей некогда все, родню надо обойти, указать всем. Генерал! Вот умчалась куда-то опять, а я тут сиди, трудись. Сначала мне страшно было в этом глубоком и немом подвале. Все казалось, будто в сумрачных прелых углах кто-то прятался, и я боялся пошевелиться и кашлянуть боялся. Потом осмелел, взял маленькую лампешку без стекла, оставленную бабушкой, и посветил в углах. Ничего там не было, кроме зеленовато-белой плесени, лоскутями залепившей бревна, и земли, нарытой мышками, да брюкв, которые издали мне казались отрубленными человеческими головами. Я трахнул одной брюквой по отпотелому деревянному срубу с прожилками куржака в пазах, и сруб утробно откликнулся. «Ух! Ага, — сказал я, — то-то, брат,
не больно у меня. Еще я набрал с собой мелких свеколок, морковок и время от времени бросал ими в угол в стенки и отпугивал всех, кто мог там быть из нечистой силы, из домовых и прочей шантропы. Слово «шантропа» в нашем селе завозное. И чего оно обозначает, я не знаю, но оно мне нравится. Шантропа, шантропа. Все нехорошие слова, по убеждению бабушки, в нашем селе затащены верехтинами. И не быть их у нас, даже и ругаться бы не умели. Я уже съел 3 морковки, потер их о голяшку катанки и съел. Потом запустил под деревянные кружки руки, выскреб холодной, упругой капусты горсть и тоже съел. Потом огурец выловил и тоже съел. И грибов еще поел из низки, как ушат катушки. Сейчас у меня в брюхе урчит и ворочается. Это морковь, огурец, капуста и грибы ссорятся между собой. Тесно им в одном брюхе. Ем, горе не всем, хоть бы живот расслабило. Дыра во рту насквозь просверлена, негде и нечему болеть. Может, судорогой ноги сведет. Я выпрямил ногу, хрустит в ней, пощелкивает, но ничего не больно. Ведь когда не надо, так болят. Прикинуться, что ли? А штаны? Кто и за что купит мне штаны? Штаны с карманом, новые и уже без лямок, и даже с ремешком. Руки мои начинают быстро-быстро разбрасывать картошку, крупную в зевасто открытый мешок, мелкую в угол, гнилую в короб. Трах-бах, тарабах, крути, верти, навертывай, подбадриваю я сам себя. И поскольку лишь поп да петух, не жравший, поют, а я налопался, потянуло меня на песню. Судили девицу одну, она дитя была годами. Орал я с подрясом. Песня эта новая, нездешняя. Ее по всем видам тоже верехтины завезли в село. Я запомнил из нее только эти слова, но и они мне очень по душе пришлись. Ну а после того, как у нас появилась новая невестка Нюра, удалая песельница, я навострил ухо, по бабушкиному наустарил и запомнил всю городскую песню. Дальше там в песне сказывается, за что судили девицу. Полюбила она человека. Мужчину, надеясь, что человек он путный, но он оказался изменщик. Ну, терпела девица изменщество, взяла с окошка нож острый и в белую грудь ему пронзила. Сколько можно терпеть? В самом-то деле. Бабушка, слушая меня, поднимала фартук к глазам. Страсти-то какие! Куда это мы, Витька, идем, а? Я толковал бабушке, что песня есть песня, и никуда мы не идем. Нет, парень, по краю идем. Вот что, раз уж баба с ножиком на мужика, это уж все. Это уж, парень, полный переворот. Последний, стало быть, предел наступил. Остается только молиться о спасении. Вот у меня сам-то черта самого самовития, и поругаемся когда. Но чтоб с топором, с ножиком на мужа, да, Боже, сохрани нас и помилуй. Нет, товарищи дорогие, крушение укладу, нарушение Богом указанного порядку.
У нас на селе судят не только девицу, а уж девицам-то достается будь здоров. Летом бабушка с другими старухами выйдет на заваленку, и вот они судят, и дядю Левонтия, и тетку Васяню, и Авдотину девицу Агашку, которая принесла дорогой маме подарочек в подоле. Только в толк я не возьму. Отчего трясут старухи головами, плюются и сморкаются? Подарочек, что ли, плохо? Подарочек – это хорошо. Вот мне бабушка подарочек привезет – штаны. Крути, верти, навертывай, судили девицу одну, она дитя была годами. Картошка так и разлетается в разные стороны, так и подпрыгивает, все идет как надо, по бабушкиной опять же присказке: кто ест скоро, тот и работает споро. Ух, спора! Одна гнилая в добрую картошку попала. Убрать ее. Нельзя надувать покупателя. С земляникой вон надул. Чего хорошего получилось? Срам и стыд! Попадись вот гнилая картошка, он, покупатель, сбрендит, не возьмет картошку. Значит, ни денег, ни товару, и штанов, стало быть, не получишь. А без штанов-то кто я? Без штанов я шантропа. Без штанов пойди, так все равно, как левонтьевских ребят всяк норовит шлепнуть по голому заду. Такое уж у него назначение, раз голо, не удержишься, шлепнешь. Голос мой гремит под сводами подвала и никуда не улетает. Тесно ему в подвале, пламя лампы качается, вот-вот погаснет, куржак от сотрясения так и сыплется. Но ничего я не боюсь, никакой шантропы. Шантропа! Шантропа! Распахнув створку, я смотрю на ступеньки подвала. Их 28 штук. Я уж сосчитал давно. Бабушка выучила меня считать до 100. Я считал, я все, что подавало счету. Верхняя дверца в подвал чуть приоткрыта, чтобы мне не так боязно здесь было. Хороший все же человек, бабушка. Генерал, конечно, однако, раз она такой уродилась, уж не переделаешь. Над дверцей, к которой ведет белый от куржака тоннель, завешенный нитками бахромы, я замечаю сосульку, махонькую сосульку с мышиный хвостик. Но она, сердце у меня что-то тронулось, шевельнулось мягким котенком. Весна скоро, будет тепло, 1 май будет. Все станут праздновать, гулять, песни петь. А мне исполнится 8 лет. Меня станут гладить по головке, жалеть, угощать сладким. И штаны мне бабушка к 1 маю сошьет. Разобьется в лепешку, но сошьет. Такой она человек. Шантропа, шантропа, сошьют штаны с карманом в 1 май. Попробуй тогда меня поймай. Батюшки, брюквы-то, а? Вон они, упряг-то я одолел. 1, 2, я правда передвигал брюквы поближе к себе и сократил таким образом расстояние, отмеренное бабушкой. Но где они прежде лежали, эти брюквы, я, конечно, не помню и вспоминать не хочу. Даже если на то пошло, я могу вовсе брюквы унести, выкинуть их вон и перебрать всю картошку
и свеклу, и морковку, все мне нипочем. Судили девицу одну. Ну, как ты тут, чуточка на блюдечке? Я аж вздрогнул и выронил картошки изо рук. Бабушка пришла, явилась старая. Ничего, будь здоров, работник. Могу овощ перешерстить, картошку, морковку, свеклу, все могу. Ты уж, батюшка, тишей на поворотах. Эк, тебя заносит. Пускай заносит. Да ты никак запьянел от гнилого духу-то. Запьянел, подтверждаю я, да резину. Судили девицу одну, матушки мои. Я уж устряпался весь, как поросенок. Бабушка выдавила в передний мой нос передник, потерла щеки, напасись вот на тебя мыло и подтолкнула в спину. Иди обедать, ешь с дедом щи капустные. Будет шея белая, кудревата голова. Еще только обед. Тебя, небось, показалось, неделю тут робили? Ага. Я поскакал через ступеньку вверх. Пощелкивали во мне суставы, ноги хрустели, а навстречу мне плыл свежий студеный воздух, такой сладкий после гнилого, застойного подвального духа. «Вот ведь мошенник!» — слышится внизу в подвале. «Вот ведь плут! И в кого только пошел! У нас в Родове вроде таких нету!» Бабушка обнаружила передвинутые брюквы. Я наддал ходу и вынырнул из подвала на свежий воздух, на чистый светлый день, и как-то разом отчетливо заметил, что на дворе все наполнено предчувствием весны. Оно и в небе, которое сделалось просторней, выше, голубей в разводах. Оно и в напотевших досках крыши с того края, где солнце, оно и в чириканье воробьев, схватившихся в рукопашную средь двора, и в той еще не густой дымке, что возникла над дальними перевалами и начала спускаться по склонам к селу, окутывая синей дремотой леса, распадки, устья речек. Скоро, совсем скоро вспыхнут горные речки зеленовато-желтой наледью, которая звонкими утренниками настывает рыхлой и сладкой на вид коркой, будто сахарная такорка. И куличи скоро петь начнут. Краснотал по речкам побагровеет, заблестит, вербы шишечкой покроются, ребятишки будут ломать вербы к родительскому дню, иные упадут в речку, наплюхается, потом лед разъест на речках, останется он лишь на Енисее, меж широких заберег, и кинутый всеми зимник, печально роняя вытавшиеся вети, будет покорно ждать, когда его сломают на куски и унесет. Но еще до ледохода появятся подснежники, на увалах прыснет травка по теплым косогорам, и наступит 1 май. У нас часто бывает вместе и ледоход, и 1 май, а в 1 май... Нет, уж лучше не травить душу и не думать о том, что будет в 1 май. Материю или мануфактуру, так называется швейный товар, бабушка купила еще когда по санному пути ездила в город с торговлишкой. Материя была синего цвета, рубчиком, хорошо шуршала и потрескивала, если по ней провести пальцем. Она
называлась трико. Сколько я потом на свете не жил, сколько штанов не износил, материя с таким названием мне и не встречалась. Очевидно, было то трико, но это лишь моя догадка, не более. Много в детстве было такого, что потом не встречалось больше и не повторялось, к сожалению. Кусочек мануфактуры лежал в глубине сундука, на самом дне. Лежал под как бы нечаянно наброшенным на него малоценным барахлом, под клубками из тряпочек, которые для ткания половиков заготавливаются, под вышедшими из носки платьями, лоскутками, чулками, коробочками со шматьем. Доберется лихой человек до сундука, глянет в него, плюнет с досады и уйдет. Чего и ломился? Надеялся на поживу. Никаких ценностей в доме и в сундуке нету. Вот какая хитрая бабушка. И кабы одна она такая хитрая, все бабы себе на уме. Появится в доме какой-нибудь подозрительный постоялец, либо сам, то есть хозяин, допьется до того, что нательный крест пропить готов. Тогда в тайном узелке, тайными лазами и ходами переправляется к соседям, ко всяким надежным людям кусочек с войны хранившегося сукна, швейная машинка, серебро, 2-3 ложки и вилки, по наследству от кого-то доставшиеся, либо вымененные у ссыльных на хлеб и молоко золото, нательный крестик с католической ниткой в 3 цвета, должно быть с этапов, от поляков еще, какими-то путями в наше село угодивший, заколка дворянского, а может и петербургского происхождения, крышка от пудреницы или табакерки, тусклая медная пуговица, которую кто-то подсуропил вместо золотой, за золотую исходящая, сапоги хромовые и ботинки, приобретенные на рыбе. Значит, ездил хозяин на северные путины, на дикую деньгу и накупил добра. Оно и хранится до праздников, до свадеб детей, до выхода на люди. Да вот наступила лихая минута, спасайся, кто может, и спасай, что можешь. Сам добытчик с побелелыми от самогона глазами и одичалым лицом во мхе бегает по двору с топором, норовя изрубить все в щепки, за дробовик хватается. Стало быть, не запамятовай, баба, и патронтаж унеси, захоронить в надежное место охотничий припас. В надежные руки, частенько в бабушкины, волоклось добро, и не только из дома дяди Левонтия. Находили здесь приют женщины, топтались в отдалении, шептались по углам. Так смотри, кума, на горем нашем не наживись. Да что ты, у меня перебывало, место не пролежит. Куда деваться, не к Болтухиным же, не к Вершкову нести. Весь вечер, а когда и ночь, взад-вперед, шастают с чужого задворья парнишки, пригорюнившаяся мать с подбитым глазом, рассеченной губой, прикрыв малых детей шалью, жмет их к своему телу в чужом доме, на чужих людей, вестей положительных ждет. Парнишка явится из разведки, голова вниз, не уснул еще, скамейки крушит,
Осердился, что похоронов нету, Бердану об печку ломает. И когда он подавится, когда шары свои бесстыжие зальет, зима на носу, дров не полено, сено не вывезено, берданку порешит, в тайгу с чем белковать пойдет. Берданка, что по звери, что по птице, 77 рублев за нее. И вот, сколько мне мама говорила, не лезь в южсковскую меченую каторгу, родову не лезь, намаешься. Так разве мы родительское слово слушаем? Брови у его соколиные, чуб огневой, голос за рекой слыхать. Вот и запели, завеселились. И вдруг сходу круто на разведчика, в папашу, весь в папашу своего золотого растешь. Чуть что, тятьку не тронь, вот и не тронь, вот по чужим углам и шляемся, добрым людям спать не даем. Ого-гонюшки, да детоньки вы мои несчастные, да при отце вы без отца растете. Тонул он 5 раз, не утонул, горел он в лесном пожаре, не сгорел, блудил в тайге, не заблудился, ни черти, ни лесной, ни вода, ни земля не принимает его. Покинул бы, да лучше бы нам без него, злодея было, сиротами бы росли, да зато на покое голодно, да не холодно. Из девчонок кто-нибудь матери подвоит, глядишь, и все ребятишки в голос: да будет вам! Уймется же когда-нибудь не железный же, не каменный, успокаивает горемычных постояльцев бабушка. Разведчик опять шапку в охапку и в поиск. Раз по 5, по 10 за ночь сбегает, пока явится с радостной вестью. Все, свалился посередь избы. И обычная привычная молитва: слава тебе, Господи, Господи, тебе прости нас, бабушка Катерина, надоедаем. Да чё там? Какие счеты? Ступайте с Богом, а я ему супостату завтра баню с предбанником устрою, напарю, напарю, до новых веников поминать будет. И напарит. Будет стоять перед нею дрожащий, заросший волосом мужичонка и ловить штаны, спадающие с запашного к спине во время пьянки приросшего брюха. Да чего ж делать-то, бабушка Катерина? Она домой не пущает, сдохни, говорит, пропади, пьяница, ты поговори с ей. А об чем? Ну, об этом. Прошение, мол, просит, больше, значит, не повторится. Чего не повторится-то? Ты говори, и слов у него нету. Вчера вон какой речистый да храбрый был. На бабу свою жену богоданную с топором, да и ружьишком воин, мятежник. Ну, дурак, так чё, пьяный дурак. И спросу с пьяного нету. Да какой спрос? А об стенку головой чего не бился? По что из ружьишка не в себя, а в бабу целил? По что, говори? Ой, бабушка Катерина, да чтоб я такую безобразию допустил еще раз, да исказни ты меня, исказни гада такового. Бабушка ходит в сундук, торжество души и праздник. Вот зачем-то открыла, шепчется сама с собой, оглянувшись на стороны, дверь поплотнее прикрыв, выкладывает добро наверх. Мануфактуру мою, на штаны предназначенную, совсем отдельно от всякого добра отложила. Кусочек такого старого ситчика, что бабушка на свет его смотрит,
зубом пробует, ну и по мелочи кое-что, шкатулка, баночки из-под чая, чем-то звенящие, праздничные вилки, ложки, в тряпице завязанные, церковные книжки и кое-что из церковного припрятанное. Бабушка верит, что церковь не насовсем закрыта, и в ней служить еще будут. С припасом бабушкина семья живет. Все как у добрых людей. И на черный день кое-что прибережено. Можно спокойно смотреть в будущее. И помрет, так есть во что обрядить и чем помянуть. Во дворе звякнула щеколда. Бабушка насторожилась. По шагам угадала: чужой человек. И раз-раз все добро рассовала, барахлишком и разной непотребностью прикрыла его. Подумала повернуть ключ, да не стала. И на себя бабушка напустила вид убогий, почти скорбящий, припадая на обе ноги, охая, побрела навстречу гостю или кому-то другому, ветром занесенному человеку. И ничего не оставалось тому человеку, как думать: живут здесь разбедном-то бедные, больные и убогие люди, коим и остается одно только спасение – по миру идти. Всякий раз, когда бабушка открывала сундук и раздавался музыкальный звон, я был тут как тут. Я стоял у обветрины на пороге горницы и глядел в сундук. Бабушка отыскивала нужную ей вещь в огромном, точно барже, сундуке и совершенно меня не замечала. Я шевелился, барабанил пальцами по косяку. Она не замечала. Я кашлял сначала один раз. Она не замечала. Я кашлял много раз, будто вся грудь моя насквозь простудилась. Она все равно не замечала. Тогда я подвигался ближе к сундуку и принимался вертеть огромный железный ключ. Бабушка молча шлепала по моей руке и все равно меня не замечала. Тогда я начинал поглаживать пальцами синюю мануфактуру трико. Тут бабушка не выдерживала и, глядя на важных красивых генералов с бородами и усами, которые изнутри была оклеена крышка сундука, спрашивала у них: «Что мне с этим детем делать?» Генералы не отвечали. Я гладил мануфактуру. Бабушка откидывала мою руку под тем предлогом, что она может оказаться немытой и запачкает трико. Оно же видит, это дитё. Кручусь я, как белка в колесе. Оно же знат, сошью я к именинам штаны, будто они кляты. Да нет, оно пятна его, так и лезет, и лезет. Бабушка хватала меня за ухо и отводила от сундука. Я утыкался лбом в стенку, и такой, должно быть, у меня был несчастный вид, что через какое-то время раздавался звон замка потоньше, помузыкальней, и все во мне замирало от блаженных предчувствий. Махеньким ключиком бабушка открывала китайскую шкатулку, сделанную из жести, вроде домика без окон. На домике нарисованы всякие нездешние деревья, птицы и румяные китаянки в новых голубых штанах, только не из трико, а из другой какой-то материи, которая мне тоже нравилась, но гораздо меньше, чем моя мануфактура. Я ждал. И не зря. Дело в том, что в китайской шкатулке хранятся наиценнейшие бабушкины ценности, в том числе и леденцы,
которые в магазине назывались Монпасье, а у нас попроще Лампасье или Лампасейки. Нет ничего в мире слаще и красивее лампасеек. Их у нас на куличи прилепляли, и на сладкие пироги, и просто так сосали эти сладчайшие лампасейки. У кого они, конечно, велись? У бабушки все есть, и все надежно укрыто, шиша-два найдешь. Снова раздавалась тонкая нежная музыка, шкатулка закрыта. Может, бабушка раздумала? Я начинал громче шмыгать носом и думал, не подпустить ли голосу. Но тут раздавалось: «На уж, окаянная твоя душа!» И в руку мне, давно уже ожидательно опущенную, бабушка совала шершавенькие лампасейки. Рот мой переполнен томительной слезой, но я проглатывал ее и отталкивал бабушкину руку. «Не! И чё тебе, ремня? Штаны!» Бабушка сокрушенно хлопала себя по бедрам и обращалась уже не к генералам, а к моей спине. «Это что же он, кровопиец, слов не понимает? Я ему русским языком толкую, сошью, а он на те, уросит. А возьмешь конфетки или запру?» «Сама ешь!» «Сама!» Бабушка на время теряет дар речи, не находя слов. «Сама! Я тебе дам сама! Я тебе покажу сама!» Поворотный момент. Сейчас надо давать голос, иначе попадет. И я вел снизу вверх. «Пари у меня, пари!» — взрывалась бабушка. Но я перекрывал ее своим ревом, и она постепенно сдавалась, принималась меня умасливать. «Сошью! Скоро сошью уж, батюшка, не плачь уж! На вот конфетки помусли! Сладенькие лампасеечки! Скоро в новых штанах станешь ходить! Нарядный, да красивый, да пригожий!» Приговаривая елейно, по-церковному, бабушка окончательно сламывала мое сопротивление, всовывала мне в ладонь лампасейки, штук 5 уж не обсчитается, вытирала передником мне нос, щеки и выпроваживала из горницы утешенного и довольного. Надежды мои не сбылись. Ко дню рождения, к 1 мая, штаны сшиты не были. В самую ростепель бабушка слегла. Она всегда мелкую боль вынашивала на ногах. И уж если сваливалась, то надолго. Ее переселили в горницу, на чистую мягкую постель, убрали половики с полу, занавесили окно, засветили лампадку у иконостаса, и в горнице сделалось, как в чужом доме. Полутемно, прохладно, пахло там елейным маслом, больницей. Люди ходили по избе на цыпочках и разговаривали шепотом. В те дни бабушкиной болезни я обнаружил, как много родни у бабушки, и как много людей, и неродных тоже, приходят пожалеть ее и посочувствовать ей. И только теперь, хотя и смутно, я почувствовал, что бабушка моя, казавшаяся мне всегда обыкновенной бабушкой, очень уважаемый на селе человек.
А я вот не слушался ее, ссорился с ней, и запоздалое чувство раскаяния разбирало меня. Бабушка громко, хрипло дышала, полусидя в подушках, и все спрашивала: покормили ребенка-то? Там простокваша, калачи в кладовке, все в ларе. Старухи, дочери, племянницы, разный другой народ, хозяйничающий в доме, успокаивали ее: накормлен, мол, напоен твой ненаглядный ребенок, беспокоиться ни о чем не надо. И как доказательство подводили меня самого к кровати, показывали бабушке. Она с трудом отделяла руку от постели, дотрагивалась до моей головы и жалостливо говорила: «Помрет вот бабушка, что делать-то станешь? С кем жить-то? С кем грешить-то? О, Господи, Господи!» Она косила глаза на лампадку. «Дай силы ради сиротинки горемычной!» «Гуска!» — звала она тетку Августу. «Корову доить будешь? Да вымя-то теплой водой, она балованная у меня, а то ведь вам не скажи!» И снова бабушку успокаивали, требовали, чтобы она поменьше говорила и не волновалась, но она все равно все время говорила, беспокоилась, волновалась, потому что иначе жить не умела. Когда наступил праздник, бабушка взялась переживать из-за моих штанов. Я уж сам ее утешал, разговаривал с ней про болезнь, про штаны старался не поминать. Бабушка к этой поре маленько оправилась, и разговаривать с ней можно было сколько угодно. «Чего ж за болезнь такая у тебя, бабушка?» Как будто в первый раз любопытствовал я, сидя рядом с нею на постели. Худая, костистая, с тряпочками в посекшихся косицах, со старым гасником, свешимся под белую рубаху, бабушка неторопливо, в расчете на длинный разговор, начинала повествовать о себе. «Надсаженная я, батюшка, изработанная, вся надсаженная, с малых лет в работе, в труде вся. У тети и у мамы я самая была, до своих 10 подняла. Это легко сказать, а вырастить!» Но о жалостном она говорила лишь сначала, как бы для запева. Потом рассказывала о разных случаях из своей жизни. Выходило по ее рассказам так, что радостей в ее жизни было куда больше, чем невзгод. Она не забывала о них и умела замечать их в простой своей нелегкой жизни. Дети родились – радость. Болели дети, но она их травками да кореньями спасала, и ни один не помер. Тоже радость. Обновка себе или детям – радость. Урожай на хлеб хороший – радость. Рыбалка была добычливой – радость. Руку однажды выставила себе на пашне, сама же себе вправила, страда как раз была, хлеб убирали, одной рукой сжала и косоручкой не сделалась. Это ли не радость? Я глядел на мою бабушку, дивился тому, что у нее тоже были тетя и мама, глядел на ее большие рабочие руки в жилках, на морщинистое с отголоском прежнего румянца лицо, на глаза ее зеленоватые, темнеющие со дна, на эти косицы ее торчащие, будто у девчонки в разные стороны. И такая волна любви к родному, до сностоты близкому человеку накатывала на меня, что я тыкался лицом в ее крыхлую грудь
и зарывался носом в теплую, бабушкой пахнущую рубашку. В этом порыве моем была благодарность ей за то, что она живая осталась, что мы оба есть на свете, и все вокруг нас живое и доброе. Видишь, вот, и не шила я тебе штаны к празднику. Гладила меня по голове и каялась бабушка. Обнадежила и не шила. Сошьешь еще. Куда спешить-то? Да уж дай только подняться. И она сдержала свое слово. Только начала ходить, сразу же кроить мне штаны взялась. Была она еще слаба, ходила от кровати до стола, держась за стенку, измеряла меня лентой с цифрами, сидя на табуретке. Ее пошатывала, она прикладывала руку в голове. Ой, Господи, прости, что это со мною? Чисто с угару. Но все-таки мерила хорошо, чертила по материи мелом, прикидывала на меня раскроенный кусочек трико, раза два поддала уж, чтобы я не вертелся лишку, отчего мне сделалось веселее. Ведь это же первый признак возвращения бабушки к прежней жизни, полного ее выздоровления. Краила штаны бабушка почти целый день. Шить их принялась на завтра. Надо ли говорить, как я плохо спал ночь и поднялся до свету. Кряхтя и ругаясь, бабушка тоже поднялась, стала хлопотать на кухне. Оно-то и дело останавливалось, словно бы вслушивалось в себя. Но с этого дня больше в горнице не ложилась. Перешла на свою походную постель поближе к кухне и к русской печке. Днем мы с бабушкой вдвоем подняли с пола швейную машинку и водворили ее на стол. Машинка была старая, со сработанными на корпусе цветками. Проступали от цветков отдельные лишь завитушки, напоминая гремучих огненных змеев. Бабушка называла машинку «Зигнер» и уверяла, что ей цены нету, и всякий раз подробно, с удовольствием рассказывала любопытным, что еще ее мать, царство ей небесное, сходно выменила эту машинку у ссыльных, у городской пристани за годовалую нетель, 3 мешка муки и крынку топленого масла. Крынку-ту совсем почти целую ссыльные так и не вернули. Ну, да какой с них спрос? Ссыльные есть ссыльные, варначи да чернолопатники, а то еще и чернокнижники какие-то перед переворотом валом валили. Стрекочет машинка Зигнер, крутит ручку бабушка, осторожно крутит, будто с духом собирается, обмысливает дальнейшие действия, вдруг разгонит колесо и отпустит. А уж ручки-то не видно делается, так крутится. Кажется, мне сейчас машинка все штаны мои мигом сошьет. Но бабушка руку на блескучее колесо приложит, остепенит машинку, укротит ее стрекот. Когда машинка остановится, на грудь прикинет материю, внимательно посмотрит, так ли пробирает игла материю, не кривой ли шов получился. Бабушка
и разговаривал со мной про хорошее, про штаны. Комиссару без штанов никак нельзя. Перекусывая нитку и глядя в шитье на свет, рассуждала она. Маленький комиссар да с пуговкой и лямка через плечо, наган подвесить и форменный ты комиссар, Вершков будешь, а может и сам Щетинкин. В тот день я не отходил от бабушки, потому что надо было примерять штаны. С каждым заходом штаны обретали все большие основы и глянулись мне так, что я уж ни говорить, ни смеяться от восторга не мог. На вопросы бабушки, не давит ли тут, не жмет ли вот здесь, мотал головой и задушевно издавал: «Не, ты только не ври, потом поздно будет поправлять». «Правда, правда», — подтверждал я поскорее, чтоб только бабушка пороть штаны не принялась, не отложила бы работу. Особенно сосредоточенно и пристально была бабушка, когда дело дошло до прорехи. Все ее смущал какой-то клин. Если его, этот клин, неправильно поставить, штаны до срока сопреют, и петушок на улицу выглядывать станет. Я не хотел, чтоб так получилось, и терпеливо переносил примерку за примеркой. Бабушка очень внимательно расщупывала в районе петушка, и мне было как щекотно, что я с визгом взлягивал. Бабушка поддавала мне по загривку. Так без обеда мы с ней проработали до самых сумерек. Это я упросил бабушку не прерываться из-за такого пустяка, как еда. Когда солнце ушло за реку и коснулось верхних хребтов, бабушка заторопилась. Вот-вот коров пригонит, а она все копается, и вмиг закончила работу. Она приладила в виде лопушка карман на штаны, и хотя мне был бы желательней карман внутренний, я возражать не решился. Вот и последние штрихи навела бабушка машинкою, выдернула нитку, свернула штаны, огладила на животе рукой. Ну, слава богу, пуговицу уж после отпарю от чего-нибудь да пришью. В то время на улице зампричала батала, требовательно и сыто заблажили коровы. Бабушка бросила штаны на машинку, сорвалась с места и помчалась, на ходу наказывая, чтоб я не вздумал крутить машинку, ничего бы не трогал, не вредил. Я был терпелив, да и сил во мне никаких в той поре не осталось. Уже лампа засветилась по всему селу, и люди отужинали, а я все сидел возле машинки «Зингер», с которой свисали мои синие штаны, сидел без обеда, без ужина и хотел спать. Как бабушка перетащила в меня в постель, а бессильного и сморенного не помню. Но я никогда не забуду того счастливого утра, в которое проснулся с ощущением праздничной радости. На спинке кровати, аккуратно сложенные, висели новые синие штаны, на них стиранная беленькая рубашка в полоску, рядом с кроватью распространяли запах горелой березы, почищенные сапожником Жеребцовым сапоги, намазанные дегтем, желтыми, совершенно новыми союзками. Сразу же откуда-то взялась бабушка,
начала одевать меня как маленького. Я безвольно подчинялся ей и смеялся безудержно, и о чем-то говорил, о чем-то спрашивал, перебивая сам себя. «Ну вот», — сказала бабушка, когда я предстал перед нею во всей красе, во всем параде. Голос ее дрогнул, губы повело на сторону, и она уж за платок взялась. «Видела бы мать твоя, покойница!» Я хмуро потупился. Бабушка прекратила причитание, прижала меня к себе и перекрестила. «Ешь и ступай к деду на заимку». «Один, баба!» «Конечно, один. Ты вон у меня какой большой мужик!» «Ой, бабонька!» От полноты чувств я обнял ее за шею и пободал головою. «Ладно уж, ладно!» — легонько отстранила меня бабушка. «Ишь, Лиса Патрикеевна, всегда бы такой был, ласковый да хороший!» Разряженный в пух и прах, с узелком, в котором были свежие пострепушки для деда, я вышел со двора, когда солнце стояло уже высоко, и все село жило своей обыденной, неходкой жизнью. Перво-наперво я завернул к соседям и поверг своим видом ливонтьевское семейство в такое смятение, что в садомной избе вдруг наступила небывалая тишина, и он сделался, этот дом, сам на себя не похож. Тетка Васяня сплеснула руками, уронила клюку. Клюка эта попала по голове кому-то из малых. Он запел здоровым басом. Тетка Васяня подхватила пострадавшего на руки, затытушкала, а сама не сводила с меня глаз. Танька рядом со мной оказалась. Все ребята окружили меня, щупали материю, восхищались. Танька залезла в мой карман, обнаружила там чистый платок и сраженно притихла. Только глаза ее выражали все чувства, и по ним я мог угадать, какой я сейчас красивый, как она мною любуется и на какую недосягаемую высоту вознесся я. Затискали меня, затормошили, и я был вынужден вырваться и следить, чтоб не запачкали, не смяли бы чего и не съели бы под шумок шаньги гостиниц дедушки. Тут ведь только зевни. Одним словом, я заторопился прощаться, сославшись на то, что спешу, и спросил, не надо ли чего передать Саньке. Санька Леонтьевский на нашей заимке помогал дедушке в пашенных делах. На лето леонтьевских ребят рассовывали по людям, и они там кормились, росли, работали. Дедушка уже 2 лета брал с собой Саньку. Бабушка моя, Катерина Петровна, предсказывала, что каторжанец этот сведет старого с ума. Пути из него не будет, произойдет полное крушение в работе. Потом удивлялась, как это дед с Санькой ужились и довольны друг другом. Тетка Васяня сказала, что передавать Саньке нечего, кроме наказа, чтобы слушался дедушку Илью и не утонул бы в мане, если вздумает купаться. К огорчению моему в этот полуденный час народ на улице был редок. Деревенский люд еще не окончил весеннюю страду. Мужики все уехали на ману промышлять моралов. Панты у них сейчас в ценной паре. А уж надвигался сенокос, и все были заняты делом. Но все же кое-где играли ребятишки, шли в потребиловку женщины и, конечно же, обращали внимание на меня, иной раз довольно пристальное.
Вот встреч семенит тетка Авдотья, бабушкина своячница. Я иду, насвистываю, мимо иду, не замечаю тетку Авдотью. Она свернула на сторону, и я увидел ее изумление. Увидел, как она развела руками, услышав слова, которые лучше всякой музыки. Тошно мне. Да это уж не Витька ли Катеринин? Конечно, я! Хотелось надоумить мне тетку Авдотью, но я сдержал порыв и только замедлил шаги. Тетка Авдотья ударила себя по юбке в 3 прыжка, настигла меня, принялась ощупывать, оглаживать и говорить всякие хорошие слова. В домах распахивались окна, выглядывали бабы и старухи, все меня хвалили, все говорили про бабушку, про наших хвалебное. Вот, мол, без матери парень растет, а водит его бабушка так, что дай бог иным родителям водить своих детей. И что бабушку я почитал, слушался, и коли вырасту, так не забывал бы ее добра. Большое наше село, длинное. Утомился я, умаялся, пока прошел его из конца в конец, и принял на себя всю дань восхищения мною и моим нарядом, еще тем, что один я сам иду на заимку к деду. Весь уже в поту был, когда я вышел за околицу. Сбежал к реке, попил из ладошек студеной енисейской водицы. От радости, бурлившей во мне, бросил камень в воду, потом другой, увлекся было этим занятием, да вовремя вспомнил, куда я иду, зачем и в каком виде. Да и путь не близок, 5 верст. Пошагал я, даже сначала побежал, но смотреть же под ноги надо, чтобы не сбить о корни желтые союзки. Перешел на размеренный шаг, несуетливый, крестьянским, каким всегда ходил дедушка. От займища начинался большой лес. Доцветающие боярки, подсоченные сосенки, березы, тополя, которым выпало расти по соседству с селом и потому обломанные за зиму на голики, остались позади. Ровный осинник с полным уже чуть багровым листом густо взднимался по косогору, ввысь велась дорога с вымытым камешником, серые большие плиты, исцарапанные подковами, были выворочены вешними потоками. Слева от дороги темнел распадок, в нем плотно стоял ельник, в гуще его глухо шумел засыпающий до осени поток. В ельнике пересвистывались рябчики, понапрасно сзывая самок. Те уже сели на яйца и не отзывались кавалерам-петушкам. Только что на дороге завозился, захлопал и с трудом взлетел старый глухарь. Он линять начал, но вот выполз на дорогу камешков поклевать, теплой пылью выбить из себя в шеи и блошек. Бани ему тут! Сидел бы смирно в чаще, на свету сожрет его старого дурака рысь, да и лиса не подавится. У меня сбилось дыхание, громко бухал крыльями глухарь, но страху большого нет, потому что как солнечно кругом, светло, и все в лесу занято своим делом. Да и дорогу эту я хорошо знал, много раз ездил по ней верхом и на телеге с дедушкой, с бабушкой, с Кольчей-младшим и с разными другими людьми. Я все видел и слышал, как будто заново. Должно быть от того, что первый раз путешествовал один на заимку через горы и тайгу.
Дальше в гору лес был реже, могучий. Лиственницы возвышались над всей тайгой и вроде бы задевали облака. Вспомнилось, как на этом длинном и медленном подъеме Кольча-младший запевал всегда одну и ту же песню. Конь замедлял шаги, осторожно ставил копыта, чтобы не мешать человеку петь. И сам наш конь, ястреб, на исходе горы вверху встревал в песню, пускал по горам и перевалам свое «И-го-го!». Но тут же сконфуженно делал хвостом отмашку, дескать, знаю, это не очень у меня с песнями, однако выдержать не мог. Очень уж так все славно, и седаки вы приятные, не хлещете меня, песни поете. Затянул и я песню Кольчи-младшего про природного пахаря. По распадку мячиком катился, подпрыгивал на каменьях, осыпях мой голос, смешно повторяя «Хахаль!». Так я с песнью одолел гору. Сделалось светлее, солнце все прибавлялось и прибавлялось, лес редел, и камней на дороге попадалось больше, крупнее они были, и потому вся дорога извивалась в объезд булыжин. Трава в лесу сделалась реже, но цветов было больше, и когда я вышел на окраину леса, вся опушка палом горела, захлестнутая жарками. Наверху, по горам, начинались наши деревенские поля. Сначала они были рыжевато-черные, лишь кое-где мышасто серели. На них всходы картошек, да поблескивал на солнце выпаханный камешник. Но дальше все было залито разноцветной волнистой зеленью густеющих хлебов. И только межи, оставленные людьми, не умеющими ломтить землю, отделяли поля друг от друга, и как берега рек не давали им слиться вместе, сделаться морем. Дорога здесь покрыта травою, гусиной лапкой, совсем не угнетенно цветущей, хотя по ней ездили и ходили. Подорожник набирался сил, чтобы засветить свою серенькую свечку. Всякая былка тут зеленела, тянулась, плелась по бороздкам от колес, по копытным ямкам, не задыхаясь дорожной пылью. Обочь дороги в чащенках, куда сваливали камни с полей, колодник и срубленный кустарник. Все росло как попало, крупно, буйно. Купыри и морковники силились пойти в дудку. Жарки тут на солнцепеке уже сорили по ветру отгаром лепестков. Сморенно повисли водосборы-колокольчики в предчувствии летней гибельной для них жары. На смену этим цветкам из чащобника взнялись саранки, и красоднев стоял уже в продолговатых бутончиках, подернутой шерсткой, будто инеем, ждал своего часа, чтобы развесить по окраинам полей желтые граммофоны. Вот и Королев лог. В нем стояла грязная лужа. Я вознамерился промчаться по ней так, чтобы брызнуло во все стороны, но тут же опамятовался, снял сапоги, засучил штаны и осторожно перебрел ленивую, усмиренную осокой колдобину, исполченную копытами скота, разрисованную лапками птиц, лапками зверюшек. Из лога вылетел я на рысях, и пока обувался, все смотрел на поле, открывшееся передо мной, и селился вспомнить, где я еще его видел. Поле, ровно уходящее к горизонту, а средь поля одинокие большие деревья. Прямо в поле, в хлеба, уныривает дорога, быстро иссякая в нем, а над дорогой летит себе, чиликает ласточка. Я вспомнил.
Я видел такое же поле, только с желтыми хлебами, на картине, в доме школьного учителя, к которому водила меня бабушка записывать на зиму учиться. Я пялился на эту картину, прямо впился в нее глазами, и учитель спросил: «Нравится?» Я потряс головой, и учитель сказал, что нарисовал ее знаменитый русский художник Шишкин. И я подумал, что он, поди-ка, много кедровых шишек съел, а говорить не мог. А чудотворение пашни земля на нашу похожа. Вот она, в рамке, но как живая. Я остановился под самой толстой лиственницей, задрав голову. Мне показалось, что дерево, на котором все густо, где реденько бусила зеленоватая хвоя, плыло по небу, и соколок, приладивший к вершине дерева, меж черных, словно обгорелых прошлогодних шишек, дремал, убаюканный этим медленным и покойным плаванием. На дереве было ястребиное гнездо, святое в развилке между толстым суком и стволом. Санька как-то полез разорять гнездо, долез до него, собрался уже широкозявых ястребов выкинуть. Но тут ястребиха как закричала, как начала хлопать крыльями, долбить злодея клювом, рвать когтями. Не удержался Санька, отпустился, был бы разорителю карачун, да наделся он рубахой на сук. И ладно, швы у холщовой рубахи крепкие оказались. Сняли мужики Саньку с дерева, нападали, конечно. У Саньки с тех пор красные глаза, говорят, кровь налилась. Дерево — это целый мир. В стволе его дырки, продолбленные дятлами. В каждой дырке кто-нибудь живет, трекает. То жук какой, то птичка, то ящерка, а выше и летучие мыши. В травке, в сплетении корней позапрятаны гнезда, мышиные, сусляковые норки уходят под дерево, муравейник привален к стволу, есть тут шипище колючее, заморенная елочка, круглая зеленая полянка возле лиственницы есть. Видно по обнаженным соскобленным корням, как полянку хотели свести, запластать, но корни дерева сопротивлялись плугу, не отдали полянку на растерзание. Сама лиственница внутри полая. Кто-то давным-давно развел под небо огонь, и ствол выгорел. Не будь дерево такое большое, оно бы давно уже умерло. А это еще жило, трудно с маятою, но жило, добывая опаханными корнями пропитание из земли, и при этом еще давало им приют муравьям, мышкам, птицам, жукам, метлякам и всякой другой живности. Я залез в угольное нутро лиственницы, сел на твердый, как камень, гриб губу, выперший из прелого ствола. В дереве трубно гудит, поскрипывает. Чудится, жалуется оно мне деревянным, нескончаемно длинным плачем, идущим по корням и земли. Я залез из черного дупла и притронулся к стволу дерева, покрытого кремнистой корой, наплывами серы, шрамами и надрубами, зажившими и не заживающими, теми, которые залечить у поврежденного дерева нет уже сил и сока. Ой, сажа, ну и растяпа, но гарь выветрилась, и дупло не марается, чуть только на локте одном, да на штанине припачкано черным. Я поплевал на ладошку, стер пятно со штанов и медленно побрел к дороге. Долго еще звучал во мне деревянный стон,
слышны только в дупле лиственницы. Теперь я знаю, дерево тоже умеет стонать и плакать внутренним, безутешным голосом. От горелой лиственницы до спуска к устью Маны совсем недалеко. Я наддал шагу, и вот уже дорога пошла под уклон между двумя горами. Но я свернул с дороги и осторожно начал пробираться к обрывистому срезу горы, спускавшейся к каменистым углом в Енисей и ребристым склоном к Мане. С этого отвесного склона видны наши пашни, заимка наша. Я давно собирался посмотреть на все это с высоты, но не получалось, потому что ездил с другими людьми, а они спешили на работу, то домой с работы. На гриве Манской горы сосняк был низкорослый, закрученными ветром лапами, будто руки старых людей. Были они лапы в шишках и крупких суставах. Боярка здесь росла люто острая, и все кустарники были сухие, ершисты и зацеписты. Но здесь же случались ровные березнячки, чистые осинники, тонкие, на перегонки, идущие в рост после пожара, о котором напоминали еще черные валежины и выворотни. Пение и валежины обметало сходами сладкой в налив идущей клубники. Костяника белела, наливалась соком. Под соснами хрустел мелколистый крепкий брусничник. А по склону пластал ромашечник. Любимое его тут место — сиреневый, желтый, почти фиолетовый, местами белый, целым веником, будто выплеснутая в осыпи кринка сметаны. Бабушка не обходит этот разлив ромашки, всегда нарывает мигунка на лекарство. Я пластал цветы под самый корень, набрал их столько, что едва в беремя поместились. И вот иду, а запах вокруг меня, словно в аптеке или в кладовке, где сушит бабушка травы, густо пылит и пахнет ромашка, особенно желтая, того и гляди, расчихаешься, как от лютого дедова самосада. Над обрывом, где уже не было деревьев, только шипица, таволга, акация, колючки и выводки горной репы пятнали каменья. Я остановился и стоял до тех пор, пока не устали ноги. Потом сел, забыв о том, что здесь водятся змеи. Змей я боялся больше всего на свете. Какое-то время я не дышал вовсе, только смотрел и смотрел. Сердце мое билось в груди гулко и часто. Впервые видел я сверху слияние двух больших рек – Манны и Енисея. Они долго-долго спешили навстречу друг дружке, а встретившись, текут по отдельности. Делают вид, что не интересуются одна другой. Манна побыстрее Енисея и посветлее, хотя и Енисей светил тоже. Белесым швом, словно волнорезом, все шире, растекающимся, определена граница двух вод. Енисей поплескивает, подталкивает Ману в бок, заигрывает и незаметно прижимает ее в угол манского быка. Так наши деревенские парни
прижимают девок к забору, когда балуются. Мана вскипает, на скалу выплескивается, ревет, но поздно. Бык отвесен и высок, Енисей напорист, у него не забалуешься. Еще одна река покорена. Сыто заурчав под быком, Енисей бежит к морю-океану, бунтующий, неукротимый, все на пути сметающий. И что ему манна? Он еще не такие реки подхватит и умчит с собою в студеные полуночные края, куда и меня занесет потом судьбина, и доведется потом мне посмотреть родную реку совсем иную, развилисто-пойменную, утомленную долгой дорогою. А пока я смотрю и смотрю на реки, на горы, на леса, стрелка на стыке Мана с Енисеем скалиста, обрывиста, коренная вода еще не спала, бечевка осыпчатого бережка еще затоплена, скалы на той стороне в воде стоят, где начинается скала, где ее отражение, отсюда не разберешь, под скалами полосы, теребит, скручивая воду крульями камней опрядышей. Но зато сколько простора наверху, над манной рекой, на стрелке каменное темечко. Дальше в разброс кучатся останцы, еще дальше порядок начинается упалисто, волнами уходят горы ввысь от бестолочи ущелий, шумных речек, ключей. Там вверху остановившиеся волны тайги, чуть просветленные, на гривах, затаенно густые во впадинах, на самой горбистой вплеске тайги, заблудившимся парусом, сверкает белый утес. Загадочно, недосягаемо синеют далекие перевалы, о которых и думать-то жутко. Меж них петляет, ревет и гремит на порогах манна река, кормилица, поилица, пашни наши здесь, промысел надежный тоже на этой реке. Много на мане зверя, дичи, рыбы, много порогов, рассох, гор, речек с увлекательными названиями: Каракуш, Нагалка, Бежать, Миля, Кандынка, Тых-ты, Не гнет. И как разумно поступила дикая река. Перед устьем взяла, да круто свалилась влево к скалистой стрелке и оставила пологий угол наносной земли. Здесь пашни, избушки, заимки на берегу Маны, поля здесь. Они упираются в горы самыми дальними осколками, межами и чищенками. Внизу подо мной Манская речка ровно бы очертила границу дозволенного, и горы не пускает через себя. Дальше от заимок туда, к изгибу Маны, за которым белеет лес, уже холмисто. Там утес, тайга, на приволе растет много больших берез. Люди теснят этот лес, вырубают литоросные всходы, оставляют только те деревья, с которыми не могут совладать. Каждый год то на один, то на другой бугор выкидывают селяне наши зеленый плат крестьянской пашни. Потеснили тайгу до соломенного плеса. Упорные люди работали на этой земле. Я отыскал взглядом нашу заимку. Найти ее нетрудно, она дальняя. Каждая заимка
повторение того двора, того дома, который содержит хозяин в селе. Также срублен дом, также загорожен двор, тот же навес, те же сени, даже наличники на доме такие же. Но все, и дом, и двор, и окна, и печь внутри меньших размеров. И еще нет во дворе зимних стаек, амбаров и бань, а есть один широкий летний загон, крытый хворостом, по хворосту соломой. За нашей заимкой змеится тропинка по каменному бычку, всегда мокрому от плесени. Из бычка в щель выбуривает ключ, под ключом растут кривая лиственница без вершины и две ольхи. Корни дерев пищемило бычком, и они растут кривые, с листом по одному боку. Над нашей заимкой пушится дымок. Дедушка с Санькой варят чего-то. Мне разом захотелось есть, но я никак не могу уйти. Никак не могу оторваться взглядом от двух рек, от гор этих, мерцающих вдали. Не могу еще пока постигнуть своим детским умом необъятность мира. Я встряхнулся, передернул плечами, заорал громче, чтоб отпугнуть навалившуюся на меня вяжущую непонятную боязнь. Почти кубарем скатился с горы, за мною с обвальным лязгом потек серый плетня, крошка, обгоняя поток, подскакивали круглые булыжины, которые впереди, которые вместе со мной ухнули в Манскую речку. Поплыло беремя духовитых ромашек, узелок с пострепушками поплыл, на меня напала резвость, я бегал по холодной речке с хохотом, ловил узелок, цветы и внезапно остановился. Сапоги-то! Я еще стоял и смотрел, как выше моих сапог бежит, завихряется речка, как мелькают в воде живыми рыбками желто-красные союзки. Растяпа, недоумок, сапоги испортил, штаны намочил, новые штаны. Я побрел на берег, разулся, вылил воду из сапог, разгладил руками штаны и стал ждать, когда наряд мой высохнет и снова обретет праздничный лоск. Долог, утомителен был путь из села. Мгновенно и незаметно уснул я под шум Манской речки. Спал, должно быть, совсем немного, потому что, когда проснулся, в сапогах было еще сыро, зато союзки сделались желтее и красивше, смыло с них деготь. Штаны высушило солнцем, они сморщились, потеряли форс. Я поплевал на ладони, разгладил штаны, надел, еще разгладил, обулся, побежал по дороге легко и быстро, так что пыль взрывалась следом за мною. Деда в избе не было, Саньки тоже не было. Что-то постукивало за избой во дворе. Я положил узелок и цветы на стол, отправился во двор. Дед стоял на коленях под дощатым козырьком и рубил в корыце папуху и табак. Старенькая, латаная на локтях рубаха была выпущена у него из штанов, вздрагивали на спине. Шея дедушки засмолена солнцем, сероватые от старости волосы спускались висюльками за шею в коричневых трещинах. На крыльцах рубахи оттопыривали большие, как у коня, лопатки. Я загладил ладошкой волосы на бок,
подтянул шелковый с кисточками пояс на животе и враз осипшим голосом позвал: «Деда!» Дед перестал тюкать, отложил топор, обернулся, какое-то время смотрел на меня, стоя на коленях, затем поднялся, вытер руки о подол рубахи, прижал меня к себе, липкою от листового табаку рукою он провел по моей голове. Был он высок, не сутулился еще, и лицо мое доставало только до живота его, до рубахи, так пропитанный табаком, что дышать было трудно, свербило в носу и хотелось чихать. Но я не шевелился, не чихал, притих, будто котенок под ладонью. Приехал Санька верхом на коне, загорелый, подстриженный дедушкой в заштопанных штанах рубахи, как я догадался по размашистой стежке, тоже подчиненных дедушкой. Санька есть Санька, только загнал коня и «здравствуй» не сказал, ну уж огорошил меня. «Монах в новых штанах!» Он и еще добавить чего-то хотел, но придержал язык. Дедушке постеснялся. Но он скажет ехидное, потом скажет, когда деда не будет. Завидно потому, что Саньке. Сам-то сроду не нашивал новых штанов, а сапоги, да еще с новыми союзками, и во сне ему не снились. Оказалось, я поспел к самому обеду, ели драчену, мятую картошку, запеченную с молоком и маслом, ели харисов и жареных шарочек. Санька вечером надергал. После пили чай, заваренный типичным корнем с бабушкиными подмоченными подстрепушками. «Плавал на шангах-то?» – полюбопытствовал Санька. Дед ничего не спрашивал. «Плавал», – отшил я Саньку. После обеда я спустился к ключику, вымыл посуду и попутно принес воды. Старую кринку с отбитым краем я поставил ромашки. Были они уже сникшие, но скоро поднялись, закурчавились густой зеленью, насорили желтой пыли и лепестков на стол. «Ха! Как ровно девчонка!» Снова взялся ехидничать Санька, но дед, укладывавшегося после обеда отдохнуть на печке, окротил его. «Не цепляй парня! Раз у него душа к цветку лежит, значит, такая душа. Значит, ему в этом свой смысл есть, значение свое, нам непонятное. Вот». Всю недельную норму слов дед высказал и отвернулся. Санька сразу примолк. «То-то, брат, это тебе не с теткой Васяней зубатиться, либо с бабушкой моей. Дед сказал, и точка. Не поворачивайся от стены». Дед еще добавил: «Овод схлынет, пасти погоним, сапоги-то и штаны сыми». Мы вышли во двор, и я спросил: «Чё это дед сегодня такой разговорчивый?» «Не знаю», – пожал плечами Санька. «Обродел должно при таком расфуфыренном внуке». Санька поковырял ногтем в зубах и, глядя красными сорожьими глазами, на меня спросил: «Чё будем делать, монах в новых штанах?» «Да дразнишься, уйду». «Ладно, ладно, обидчивый какой, понарошке ведь». Мы побежали в поле. Санька показывал мне, где он бранил. Сказал, что дедушка Илья учил его пахать. Еще добавил, что школу он бросит, как поднатореет пахать, станет зарабатывать деньги.
купит себе штаны не трековые, а суконные, так и бросит. Эти слова окончательно убедили меня. Заело Саньку. Но что дальше последует, не догадывался, потому что простофилий был и остался. За полосою густо идущего в рост овса возле дороги была продолговатая бочажина. В ней почти не оставалось воды. По краям гладкая и черная, будто вар, грязище покрылось паутиной трещин. В середине, возле лужицы, с ладошку величиной, сидела большая лягуха в скорбном молчании и думала, куда ей теперь деваться. В Мане и в Манской речке вода была быстрая, опрокинет кверху брюхом и унесет. Болото есть, но оно далеко, пропадешь, пока допрыгаешь. Лягушка вдруг сиганула в сторону, шлепнулась у моих ног. Это Санька промчался по бочажине, да так резво, что я и ахнуть не успел. Он сел по ту сторону бочажины, облапух вытер ноги. «А тебе слабо?» «Мне слабо?» – запетушился я, но тут же вспомнил, что не раз попадался на Санькину уду, и не перечесть, сколько имел через это неприятностей, бед со всякими последствиями. «Не, брат, не такой уж я маленький, чтоб ты меня надувал, как раньше. Цветочки только рвать», – зудил Санька. «Цветочки? Ну и что? Что ли это худо? Вот дед ты говорил как». Но тут я вспомнил, как презрительно относятся к людям, которые рвут цветочки и всякой такой ерундой занимаются. На селе охотников-зверобоев поразвелась пропасть. На пашне старики, бабы да ребятишки управляются. Мужики все на Мане из ружей палят да рыбачат. Еще кедровые орехи добывают, продают в городе добычу. Цветочки в подарок женам привозят с базара. Из стружек цветочки синие, красные, белые шуршат. Базарные цветочки бабы почтительно ставят на угловики и на иконы цепляют. А чтобы жарков, стародубов или саранок нарвать, этого мужики никогда не делают. И детей своих с измальства приучают дразнить и презирать людей вроде Васи Поляка, сапожника Жеребцова, печника Махунцева и всяких других самоходов, падших на развлечения, но непригодных для охотничьего промысла. И Санька туда же. Он-то уж не будет цветочками заниматься. Он пахарь, уже сеятель, работник. А я, значит, так себе, придурок, значит, размазня. Так я себя распалил, так разозлился, что с храбрым гиком ринулся поперек бочажины. В середине ямины, там, где сидела задумчивая лягуха, я разом с отчетливостью и ясностью понял. Снова оказался на уде. Я еще попытался дернуться раз-другой, но увидел Санькины разлапистые следы от лужицы в стороне, дрожь по мне пошла, съедая взглядом округлую Санькину рожу с этими красными, будто у пьянчушки глазами, сказал: «Гад!» Сказал и перестал бороться. Санька бесновался вверху надо мной. Он бегал вокруг бочажины, прыгал, становился на руки. Вляпался!
Ха-ха-ха-ха, да хвастался! Ха-ха-ха-ха, монах в новых штанах! Штаны-то, ха-ха-ха-ха, сапоги-то, о-хо-хо-хо! Я сжимал кулаки и кусал губы, чтобы не заплакать. Знал я, Санька только того и ждет, чтобы я расклеился, расхныкался, и он совсем меня растерзал бы, беспомощного, попавшего в ловушку. Ногам холодно, меня засасывало все дальше и дальше, но я не просил, чтобы Санька вытаскивал меня, и я не плакал. Санька еще поизмывался надо мною, да скоро уж прискучило это ему занятие. Насытился он от удовольствия. Скажи, миленький, хороший Санечка, помоги мне ради Христа, и, может, выволоку тебя? Нет. Ах, нет. Сиди тогда до завтрава. Я стиснул зубы и поискал глазами камень или чурку. Ничего не было. Лягуха опять выползла из травы и глядела на меня с досадою. Дескать, последнее пристанище отбили, злыдни. «Уйди с глаз моих! Уйди, гад, лучше! Уйди!» – закричал я и начал швырять в Саньку горстями грязи. Санька ушел. Я вытер руки об рубаху. Над бочажиной на меже шевельнулись листья березы. Санька в них спрятался. Из ямины мне видно только белину этого репейника, вершинку, да еще часть дороги видно, ту, что поднимается в Манскую гору. По этой дороге я еще совсем недавно шел счастливый, любовался местностью, и никакой бочажины не знал, никакого горя не ведал, а теперь вот в грязи завяз и жду. Чего жду? Санька вылез из бурьяна, видно, осы его выгнали, может, и терпения не хватило, жрет какую-то травку, пучку должно быть. Он всегда жует что-нибудь, живоклот пузатый. Так и будем сидеть? Нет, скоро упаду, ноги уже остомели. Санька перестал жевать пучку, с лица его слетела беспечность, понимать, должно быть, начинает, к чему дело клонится. «Ну ты гадина!» — крикнул он, стягивая с себя штаны. «Упади только!» Стараюсь держаться на ногах, а они так отерпли ниже колен, что я их едва чувствую. Всего меня трясет от холода, качает от усталости. Безголовая кляча. Лез в грязь и ругался Санька. Сколько я его надувал, а он все одно надувается. Санька пробовал подобраться ко мне с одной, с другой стороны. Не получалось, вязко. Наконец приблизился, заорал: «Руку давай! Уйду ведь! Взаправду уйду! Пропадешь тут вместе с новыми штанами!» Я не дал ему руку. Он сгреб меня за шиворот, потянул, но сам колом пошел в жидкую глубь ямы. Он бросил меня, ринулся на берег, с трудом высвобождая ноги. Следы его тут же затягивало черной жижей. Пузыри возникали в следах, с шипом и бульканьем лопаясь. Санька на берегу глядел на меня испуганно, молча, что-то пытаясь сообразить. Я глядел мимо него. Ноги мои совсем подламывались, грязь мне казалась уже мягкой постелью, хотелось опуститься в нее, но я еще живой до пояса и маленько соображаю, опущусь и запросто могу захлебнуться. «Эй, ты, че молчишь?» Я ничего на это не ответил погубителю Саньки. «Иди за дедушкой, гадина, упаду ведь сейчас!» Санька заныл, заругался, будто пьяный мужик, матерно,
и бросился выдергивать меня из грязи. Он едва не стащил с меня рубаху, за руку стал дергать так, что я взревел от боли и принялся тыкать кулаком Саньке в морду, раз-другой достал. Дальше меня не засасывало, я, должен быть, достиг ногами твердого грунта, может, и мерзлой земли. Вытащить меня у Саньки ни селенок, ни сообразительности не хватило. Он совсем растерялся и не знал, что делать, как быть. «Иди за дедушкой, гад!» Стуча зубами, натягивал Санька штаны прямо на грязные ноги. «Миленький, не падай!» Сначала шептал, потом закричал не своим голосом Санька и помчался к заимке. «Не падай, миленький, не падай!» Слова у него с лаем вырывались, гавканьем. Заревел Санька с испуга. «Так тебе, змею, и надо!» От злости во мне прибавилось сил. Я поднял голову, увидел, с Манской горы спускаются двое. Кто-то кого-то ведет за руку. Вот они исчезли за тальником в Манской речке, пьют, должно быть, или умываются. Такая уж речка, журчистая, быстрая. Никто мимо нее пройти не в силах. А может, отдыхать сели. Тогда пропащее дело. Но из-за бугра появилась голова в белом платке. Даже сначала один только белый платок, потом лоб, потом лицо, потом уж и другого человека видно делалось. Это девчонка. Кто же идет-то, кто? Да идите же вы скорее! Переставляют ноги ровно неживые. Я не сводил взгляда с двух людей, размеренно идущих по дороге. По походке или по платку ли, по жесту ли руки, указывающей девчонке прямо на меня, скорее всего, на поле забочаженной, узнал я бабушку. «Бабонька! Миленька! Ой, бабонька!» Заревел я и повалился в грязь. Передо мной остались замытые водой скаты этой проклятой ямы. Даже белины не видно, даже лягуха упрыгала куда. «Баба! Бабонька! Тону я! Ой, тону!» Тошно мне, тошнёхонько! Ой, чуяло мое сердце! «Как тебя, аспида, занесло туда!» Услышал я над собой крик бабушки. «Ой, не зря сосала под ложечкой! Да кто ж тебя это надоумил? Ой, скорее!» И еще дошли до меня слова, задумчиво и осудительно сказанные Левонтьевской Танечкой. «Уж не лишаки ли тебя туда затащили?» Шлепнула доска. Другая. Я почувствовал, как меня подхватили и ровно бы ржавый гвоздь из бревна медленно потянули. Слышал, как с меня снимали сапоги. Хотел крикнуть, да не успел. Дед выдернул меня из сапог, из грязи, с трудом вытягивая ноги. Он пятился к берегу. «А будки-то, сапоги-то!» — показала бабушка в яму, где колыхалась баламученная грязь, вся в пузырях и плесневелой зелени. Безнадежно махнув рукой, дед поднялся на межу и лопухами стал вытирать ноги. Бабушка дрожащими руками обирала с моих новых штанов пригоршнями грязь и торжествующе, ровно доказывая кому-то, высказалась: «Нет, сердце мое не обманешь. Только кровопивец этот запорог, так оно и заныло, и заныло. А ты, старый, куда смотрел? Где ты был?
Если бы загинул ребенок! Не загинул же! Я лежал, уткнувшись носом в траву, и плакал от жалости к себе, от обиды. Бабушка взялась растирать мне ладонями ноги. Танька шарила по моему носу лопушком, ругалась вперебой с бабушкой. «Эх, каторжанец Шанька! Я тетке все расскажу!» и грозила пальцем вдаль. «Тятька, шур-шур-шур, разве у Таньки поймешь чего? Шуршит, как оса в меду!» Я глянул, куда она грозила, и заметил клубящуюся пыль вдали. Санька чесал во все лопатки от заимки к реке, чтобы укрыться в ремах до лучших времен. Теперь он будет жить воистину, как беглый лесной разбойник. 4-й день лежу я на печке. Ноги мои укутаны в старое одеяло. Бабушка натирала их по 3 раза в день настоем ветреницы, муравьиным маслом и еще чем-то едущим и вонючим. Отпаивала меня ромашкой и зверобоем. Ноги мои жгло и щипало так, что впору завыть. Но бабушка уверяла, что так оно должно быть. Значит, вылечивают ноги-то. Раз жжение и боль чуют, и рассказывала о том, как и кого в свое время вылечила она, и какие ей за это благодарствия были. Саньку бабушка изловить не могла. Как я догадывался, дед выводил Саньку из поднамеченного возмездия. Он то наряжал Саньку в ночное пасти скотину, то отсылал в лес с задельем. Бабушка вынуждена была поносить дедушку и меня, но мы люди к этому привычные. Дед только кряхтел, да пуще дымил цигаркую. Я похикивал в подушку, да примигивался с дедушкой. Штаны мои бабушка выстирала. Сапоги так и остались в бочажине. Жалко сапоги-то. Штаны тоже не те, что были. Материя не блестит. Синь слиняла. Штаны разом поблекли, увяли, будто цветы, сорванные с земли. «Эх, Санька, Санька!» — вздыхал я. Мне жалко Саньку сделалось. Опять ремезня донимат. Поднялась на приступок печки бабушка, заслышав мое кряхтение. «Жарко тут! Жар кости не ломит! Ложилась дураку по 3 чирья на боку. Терпи, а то обезножишь!» Я сама к окну приложила руку, выглядывает. И куда он этого супостата отправил? Поглядите-ка, люди добрые, говорила самому: не от камня плода, не от плута добра, а они мне союзом. Сам-то веху разбойнику дает, от меня спасат. Тут беда к беде. Дед курицу проворонил. Курица эта пестрая, вот уж лето по 3 норовила произвести цыплят. Но бабушка считала, что для этого дела есть более подходящие курицы. Купала пеструшку в холодной воде, хлестала веником, принуждая нести яйца. Хохлатка же проявила прямо-таки солдатскую стойкость. Где-то втихую нанесла яиц и, не глядя на бабушкин запрет, схоронилась и высиживала потомство. Вечером засветилась в окне, замелькала, затрещала. Это за ключом на берегу реки запластал шалаш, сделанный по весне охотниками. Из шалаша с кудахтаньем выпорхнула наша хохлатка, не задевая земли, взлетела на избу, вся взъерошенная, клохчущая, дергала поврежденным зобом и головой. Началось дознание, и выяснилось.
Санька унес табачку из корыта деда, покуривал в шалаше и заронил искру. «Он так и заимку спалит, не моргнет!» — шумела бабушка. Но шумела уж как-то не грозно, на исходе. Должно быть, из-за курицы смягчилось ее сердце. Может, и перекипела гневом внутри себя. Словом, она сказала деду, чтобы Санька не прятался больше, ночевал бы дома, и унеслась в село. Дел у нее было так много там накопилось. Дел у нее, конечно, всегда по горло. Однако же главная забота, чтобы без нее в селе, как без командира на войне, разброд, смятение, неразбериха, все сбилось с шагу, и надо направлять скорей строй и дисциплину. От тишины ли, от того ли, что бабушка наладила замирение с Санькой, я уснул и проснулся на закате дня, весь светлый и облегченный, свалился с печи вниз и чуть не вскрикнул. В той крынке с отбитым краем полыхал огромный букет алых горных саранок с загнутыми лепестками. Лето, совсем уж полное лето пришло. У притолоки стоял Санька, на пол слюной циркал в дырку меж зубов. Он жевал серу, и слюны накопилось у него много. «Откусить, серы?» «Откуси!» Санька откусил шматок лиственничной серы. Я тоже принялся жевать ее с прищелком. Лиственницу со сплава к берегу прибило, и я наколупал. Санька циркнул слюной от печки аж до окна. Я тоже циркнул, но мне на грудь угодило. Болят ноги-то? Совсем чуточку. Я уж завтра побегу. Харюс хорошо стал брать, но паута и таракана. Скоро на кобылку пойдет. Возьмешь меня? Так и отпустила тебя, Катерина Петровна. Ее ж нету. Припрется. Я отпрошусь. Ну, если отпросишься... Санька обернулся ко двору, ровно бы принюхался, затем подлез к моему уху. «Курить будешь? Во! Я у дедушки стыбрил!» Он показал горсть табаку, бумаги клок и обломок от спичечного коробка. «Курить, Мирова! Слышал, как я вчера с шалаш-то? Курица оттуда турматом летела, умора! Катерина Петровна крестится. Господь спаси, Христос спаси, умора!» «Эх, Санька, Санька, совсем уж все прощай ему», — повторил я бабушкины слова. «Не сносить тебе удалой головы». «Ништяк!» — с облегчением отмахнулся Санька и вынул из пятки занозу. Брусничкой выкатилась капля крови. Санька плюнул на ладонь и затер пятку. Я смотрел на нежно олеющие кольца саранок, на тычинки их вроде молоточков, высунувшиеся из цветков. Слушал, как на чердаке возились, наговаривали меж собой хлопотливые ласточки. Одна ласточка недовольна чем-то, говорит и вскрикнет, будто тетка Авдотья на девок своих, когда те с гуляния домой являются, или на мужа Терентия, когда тот из плавания придет. Во дворе дедушка потюкивал топором да покашливал. За чистоколом палисадника голубой лоскут у реки виден. Я надел свои, теперь уже обжитые привычные штаны, в которых где угодно и на что угодно можно садиться. «Куда ты?» — пригласил пальцем Санька. «Нельзя! Бабушка Катерина не велела!» Ничего я не ответил ему. Подошел к столу и дотронулся рукой
до раскаленных, но не обжигающих руку саранок. «Смотри, бабушка заругается, ишь поднялся храбер!» — подумал Санька, отвлекал меня, зубы заговаривал, потом опять издыхать примешь. Какой дедушка добрый! Саранок мне нарвал. Помог я выкрутиться Саньке из трудного положения. Он помаленечку, полегонечку выпятился из избы, довольный-таки исходом дела. Я медленно выбрался на улицу на солнце. Голову мою кружило, ноги еще дрожали и пощелкивали. Дедушка под навесом, отложив топор, которым обтесывал лиственницу, смотрел на меня, как только и мог смотреть. Все так понятно, говоря взглядом. Санька скребком чистил нашего ястреба, а тому, видать, щекотливо, и он дрожал кожей, прыгал ногой. «Ну ты, попляши у меня!» — прикрикнул намеренно Санька. «А чё кричать-то на конягу, который нет выносливей и терпеливый в селе, которому даже бабушка балует, иногда хлебцем, корочкой, и говорит с насмешкой, что наш конь жил у 7 попов по 7 годов, а все ему 7 лет от роду». Старенький ястреб, ну и что? И дед старенький, да лучше его нет на свете человека. Цена не по летам, а по делам. Как тепло вокруг, зелено, шумно, весело. Стрижи над речкой кружатся, падают стреч своей тени на воду, плишки почеликивают, осы гудят, бревна в перегонки по воде мчатся. Скоро можно будет купаться, леди купальницы наступят. Может, и мне дозволят купаться. Лихорадка-то не вернулась, чуть только голову обносит, да ноги в суставах ломит. Ну, а не разрешат, так я и сам потихоньку выкопаюсь. С Санькой умотаю на реку и выкопаюсь. Мы с Санькой, держась с 2 сторон за обрать, повели ястреба к реке. Он спускался по каменистому бычку, опасливо расставлял передние ноги скамейкой, тормозил себя изношенными, продырявленными гвоздью копытами. В воду забрел, остановился, тронул дряблыми губами отражение в воде, будто поцеловался с таким же старым пегим конем. Мы брызгали на него водой. Конь передернулся кожей на спине и, громко бухая копытами по камням, удало мотая бородатой головой, побрел вглубь. Мы за ним, охая, держась за гриву и за хвост, тащились. Выбрел ястреб на галечный мысок, остановился по брюху в воде и отдался на волю течения. Мы скребли голиком прогнутую, трудовыми мозолями покрытую спину, шею, грудь. Ястреб подрагивал кожей в радостной истоме, переступал ногами и даже пробовал играть, хватал нас отвислой губой за воротники. «Не балуй!» — громко кричали мы, но ястреб не слушался. Да мы и не ждали, чтобы он слушался. Орали просто так, по привычке, на конягу. На спину коню норовили сесть плишки, чтобы склевать роющихся на потертостях конской кожи мух, либо слепня кровососа сцапать припавшегося к крупу лошади. На бычке стоял дед, в выпущенной рубахе, босой. Ветерок трепал его волосы, шевелил бороду, просласкал расстегнутую рубаху на выпуклой раздвоенной груди. И напоминал дед российского богатыря во времена похода, сделавшего передышку. Остановился богатырь озрить родную землю, подышать ее целительным воздухом.
Хорошо-то как! Ястреб купается, дед на каменистом бычке стоит, забылся. Лето в шуме, суете, в нескучных хлопотах подкатило. Каждая печуга, каждая мошка, блошка, муравьишка заняты делом. Ягоды вот-вот пойдут, грибы, огурцы скоро нальются. Картошки подкапывать начнут. Там и другая огородина поспеет на стол. Там и хлеб зашуршит спелым колосом. Страда подойдет. Можно жить на этом свете, и шут с ним, со штанами и с сапогами тоже. Наживу еще, заработаю.